Всем привет! Буду пробовать немного другой ракурс. Может, камеру чуть повыше в следующий раз поставлю. Так, значит, меня зовут Ольга, вы на канале о вязании. Я начну сегодня новый влог, покажу, что я вяжу и расскажу, что делаю. Так, значит, у меня есть одна готовая игрушка. Я готовлюсь к выставке, которая пройдет в марте. Выставка будет онлайн. И у меня готова первая пандочка, но я буду остальные делать немножко по-другому. Мне здесь не очень нравится нос. Мне не нравится, что здесь такие большие глаза. Я хочу все-таки делать поменьше. Эти глаза, наверное, 5 миллиметров. Все-таки 4 получше, может даже чуть поменьше я возьму. Ну, в общем, такие прям большие я не хочу. Игрушечка маленькая. Она стоя у меня получилась, ну, где-то 6 сантиметров. То есть совсем-совсем такой малыш. Это не конечный результат. Я буду доделывать еще. То есть здесь будет вышивка. Я думала начать с мишки, который будет для конкурса. Но вот вижу, что мне не нравится, например, мордочка. Она симпатичная, нравится. Тут вот еще лапки такие хорошенькие, но не то, что я хотела. Вот я смотрю на него. Конечно же, он миленький, он такой маленький получился, такой хорошенький. Мастер-класса на мишек нету. И, ну, реально, в последнее время очень много спрашивают мастер-классов, где найти. Нету и не планируется в ближайшее время, потому что это не мое. Я уже об этом говорила. Следующую пандочку я буду вязать. Решила взять желтый цвет. То есть я хочу пандочек связать разноцветных. Я очень надеюсь, что вы увидите в этом влоге, может нет. Ну, в общем, у меня будут пандочки разных цветов. И вот таких необычных цветов, и там серый, черный будет, и розовый. Ну, в общем, вот так вот я решила такую небольшую коллекцию создать. Также я вот упаковала одежду для кукол. Это все, что я связала. Здесь не очень много. Сегодня передам, потому что, ну, не получается у меня тоже вязать пока что для кукол. Как-то я не очень оценила свои силы. И то, над чем я работаю, вот у меня иногда спрашивают, как я вяжу в одну ниточку мулине. В общем, у меня крючок 0,45. И я беру одну ниточку и начинаю вот так вот собирать такую вот колбасочку. Вяжу, сколько мне нужно. Если она становится большой, например, вот когда голову дракона вяжешь, она прям большая становится, то тогда я просто передвигаю вот так вот частично. Но это нужно делать аккуратненько. Если где-то что-то запутывается, вот у меня иногда бывает вот так вот перекрутится, то есть нужно аккуратно посмотреть, сразу распутать, чтобы не рвать ниточку, тогда все хорошо идет. И я еще одного дракона буду вязать, только не совсем подобрала еще к нему оттенки, поэтому посмотрим. И также я хочу показать, в общем, я давным-давно купила для дочки картину алмазную выкладку, и она как-то не собирает. То я чуть-чуть начинала, потом она, потом средняя дочка. В общем, у нас эта картина висит, а мне хочется ее закончить, чтобы она красивая была. Вот такая вот лиса. Это, наверное, единственная картина по алмазной выкладке, которая мне действительно понравилась, потому что, ну, вот эта вот лиса, она есть, кстати, и в открытках, и в блокнотах, и по номерам. В общем, она великолепная. И вот, видите, мы тут выложили только вот эту вот часть. Вчера вот я выложила вот такой вот кусочек, выделила себе какое-то время и выложила. Я думаю, что я потихоньку все-таки хочу ее закончить и уже повесить. Она мне мозолит здесь глаза, чтобы я ее не откладывала подальше, но это всего лишь мои планы. Вот, по планам это все.
значит, дракона. И еще буду вязать белочку. Тоже еще думаю, какую связать, серую или рыжую. С каким животиком. Посмотрим. Вот. Больше ничего не вязала. В прошлом влоге я заканчивала, что я вязала лягушку. По рисунку, кстати, ее вязала. Одобрили эту лягушку, и я ее уже отправила. Я надеюсь, что я видео вставила, как эта лягушка выглядит. У нее полностью каркасные ручки-ножки подвижные, голова подвижная. Конечно, на миниатюре очень сложно придать положение, потому что там, когда начинаешь складывать ручки по... Ну, у меня там ручки только по кисти складывались, а ножки в колене и в стопе. Надо было сложить. И, конечно, когда игрушка, она у меня получилась голова тела 2 сантиметра, может 2,1. И полный рост у нее был 2,5 сантиметра. Ну, то есть очень достаточно сложно было сделать. Но мне понравился такой опыт по рисунку. Я, наверное, вот прямо, чтобы точно рисунок нужно было сделать. Это первый такой заказ был. Раньше мне присылали для вдохновения, то есть что-то типа такого. Вот, в общем, буду заканчивать. Мы еще продолжаем болеть, и времени тратится на домашние хлопоты и на деток очень много, но я все равно, как видите, вяжу, продолжаю вязать. Все, подключусь чуть позже, покажу дракошек, которых я свяжу. Вот красный будет с черными крыльями, а вот второй дракоша и белочку я еще не знаю точно, какие цвета возьму, поэтому покажу вам чуть позже. Так, сегодня понедельник. Мы продолжаем болеть. Ну, уже вроде бы полегче. Посмотрим, что будет вечером. Но младшая температурила очень долго. Надеюсь, что температура закончилась. Но опять же, вечер покажет. Так, значит, я вам покажу, что я связала. В прошлом подключении я вам говорила, что я буду вязать красного дракона. Сейчас вот вам его покажу. Готовый результат. Так, видите? Вот такой вот красный дракончик. Не знаю, напишите, как вам лучше показывать, поближе или все-таки лицом выходить в кадр. Мне на самом деле сейчас все равно, потому что у меня двигается процесс по похудению, и я наконец-то себе начала нравиться. Вот. Так, и белочку также я вам, по-моему, говорила. Просто серая белочка с сереньким животиком. Как бы ее тут вам показать? Вот такая вот малышка. Ой, все, грохнулась на стол. Вот. Так, и сейчас я вяжу дракона вот такого цвета. У меня готова только головушка. Она мне фокусируется. Вот. В прошлый раз я такого же цвета вязала, только с черным оформлением. Сейчас вяжу такой темно-синий. Вот такой цвет. Получается вот такое сочетание. Вот. Будет такой у меня дракоша. Смотрите, как они классно сочетаются. По-моему, вот этот гномик тоже из такого же цвета связан. Все, он у меня улетел. Минус маленьких игрушек, что их невозможно показать. Вот. Можно будет их вместе сфотографировать. Так, и все. Это все, что я успела с последнего подключения. На выходных немного была занята. Вот, значит, буду заканчивать дракона. По-моему, я вам показывала этого мишку. Вот. Нужно будет дальше вязать мишку. Да, я показывала вам пряжу, что следующий будет вот такой желтенький медвежонок. Пандочка желтого цвета. Вот. Буду работать над медвежатами. Ну, во всяком случае, такой у меня план пока что. Вот, что дальше? Я закончила еще сумку для дочки.
Вот тут у меня пряжа. Я вот не знаю, если честно, что мне сейчас делать. Взяться и связать еще одну сумку, либо все-таки взять и связать себе джемпер. У меня красный джемпер, который был связан из знака Париж спицами номер 4, по-моему, или 4,5. Я вот, если честно, не помню. В общем, он мне стал велик очень сильно. Мне не нравится он. Дело в том, что я вот сейчас худею по программе Сергея Обложка, и получается, что у меня очень сильно уходит низ, а вот живот, ну, как уходит, но не так быстро. У меня просто минус 1 килограмм, минус 1 сантиметр на бедрах уходит. С животом получается по-другому, там где-то 2-2,5 килограмма уходит 1 сантиметр на животе. Ну и вообще вверх у меня руки не поменялись, то есть у меня всегда были такие достаточно большие руки, и мне казалось, что по плечам я, соответственно, тоже не поменялась. Но сегодня смотрю на себя в зеркало, а он висит, ну, уже вообще мне как-то... Либо я просто раньше не замечала, потому что меньше смотрела в зеркало, либо он действительно стал на мне висеть. Надо, кстати, зайти мне в профиль в Инстаграм, который у меня для белорусской, ну и вообще русскоязычной аудитории создан. Там у меня, по-моему, этот джемпер есть. Нужно посмотреть, как он у меня там висит. Потому что здесь, вот здесь горловина этой майки так близенько. И он у меня тоже так сидел близенько. То есть он красиво смотрелся. А сейчас прям получается, он идет вот так. В общем, что-то мне не нравится. Ну и вообще я планировала связать такой же белый из знака Париж. Только хочу его сделать тоже оверсайз, но не такого оверсайз, как у меня сейчас, потому что, ну, там вообще он в 2 раза больше сейчас в объеме, чем я, а был чуть, ну, он и на мой тот вес был как бы оверсайз, и сейчас вообще оверсайз прям огромный-огромный. И я хочу сделать белый, чтобы он был такой свободный и доходил до середины бедра, чтобы можно было носить с обтягивающими джинсами, либо какими-то брючками, либо какими-то плотными леггинсами, не знаю. Ну, в общем, чтобы попу он хорошо закрывал. Соответственно, он будет такое типа мини-платье белого хочу цвета. И вот не знаю, что делать. Вязать его... Ну, сейчас, в принципе, просто объем сделать поменьше, связать. Либо что с ним делать? В общем, думаю. Либо сумку начать вязать. По вечерам я довязываю там носочки. Сейчас средней дочке вяжу. Предыдущие носки, которые я вязала, я уже отдала старшей дочке. Прям у меня для детей носочки только выходят с-под спиц. Я сразу им отдаю, даже вам не показывала. Вот, и сейчас вяжу средней дочке. У меня, получается, там остался небольшой моточек. Я, наверное, связала 3, даже 4 пары. Первые были связаны хеликсом, потом 2 пары были связаны мысок, пятка и резинка белого цвета. А основной цвет был из этого же мотка, что и хеликс я вязала. И вот совсем там чуть-чуть осталось. Получается, на стопе где-то вот такой участок идет пряжи ализе цветное, и потом все остальное будет белое. Это я вяжу для средней. Ну и потом, наверное, буду вязать для младшей еще носочки. Носочная пряжа у меня есть, буду ее потиху вывязывать. И девчонкам все-таки сделаю побольше запасов, потому что они носят носочки. Ну и я, если честно, тоже привыкла. Раньше ходила просто в хлопковых белых носках. Сейчас постоянно ношу и дома, и в обувь вязаные тонкие носочки. Смотрю, как реагирует пряжа, какая мне больше нравится, какая нет. По первым отзывам могу сказать, что однотонная Нака Боха мне не нравится, потому что на нее у меня темного цвета носки.
темно-синего. Я вязала по тестированию, по мастер-классу Алины с канала «Алина вяжет». И эти носки я просто даже показывать вам не хочу, на них цепляется все. Поэтому вот эта пряжа Нака Боха, она мне не очень нравится. Хотелось бы перевязать, наверное. Там красивый узор очень, вот, но не очень красиво выглядит. Из второго мотка Нака Боха зеленого цвета я вязала девчонкам шарфик. Сейчас старшая дочка носит. И получается, ношу еще носочки из Регии. Эту пряжу мне подарила Оксана с канала Oxy Magic. Она немножко потянулась, но в принципе нормально. То есть я там вязала на 60 петель, надо было бы все-таки вязать на 56. Она как-то растянулась. А вот то, что касается Ализе, носочной пряжи, то здесь, ну, она мне пока что больше всего нравится, потому что и не так сильно цепляется, и она более шелковистая, чем вот Нака Боха и Регия. Нака и Регия, они более такие шерстистые, вот. Ализе все-таки больше шелковистая такая пряжа. Поэтому вяжу и носочки тоже. Так что не знаю, с чего мне начать, либо просто джемперочки себе связать. Я, благо, что сейчас зима, и не трачу деньги пока что на смену гардероба. Хотя, когда мы снимем куртки, я просто не знаю, что я буду делать. Я понимаю, что у меня ни один низ не будет подходить. Поэтому я сейчас задумываюсь, как мне перешить мои брюки, которые есть. У меня есть 2 пары брюк. Очень классные, красивые. Я их недолго поносила. Черного цвета я вообще купила в августе. И поносила их, не знаю, раз 5, наверное, только одевала. Ой, в общем, да. Тут придется тратить деньги на смену гардероба. Вот, очень много нужно будет купить, потому что вес уходит. На данный момент у меня, получается, ушло практически 10 килограмм. Сегодня 27... Ой, что-то у меня тут включился. 27 февраля, то есть завтра последний день февраля. С 8 февраля вот у меня уже практически 10 килограмм ушло. Осталось там 400 грамм скинуть, и будет кругленькая цифра. То есть за 2 месяца я думаю, что у меня уйдет чуть больше, чем 10 килограмм. Месяц у меня закончится 8 марта, 2, когда я начала худеть. Ну, и, соответственно, вот эти вот 10 килограмм, они уже очень сильно чувствуются. Очень-очень сильно. Учитывая то, что изначально, как бы, самый большой вес у меня был еще больше. То есть я уже от самого большого веса сбросила больше 10 килограмм. Это круто, это мотивирует очень сильно. Хотя тут уже начинаются споры, до какой степени нужно худеть и стоит ли гнать вес до своего нормального по медицинским показателям, да, по ИМТ, по расчетам, по формулам идеальный вес. Ну, посмотрим. В любом случае, все равно остается избыточный вес, от которого я буду избавляться в любом случае. А там, когда я дойду до своей нормы, я уже буду смотреть, что делать. Либо оставлять как, ну, вот верхняя граница своей нормы, либо все-таки идти к весу, как я, например, была до беременности своих 3 детей. Когда только познакомилась с мужем, может, на этом весе я остановлюсь. Пока не знаю, пока мне все нравится. Нравится то, что еда, ну, то есть мне очень нравится. Я сейчас применяю все вот эти вот правила в жизни, то есть и детям точно так же готовлю, и мужем. Ничего сложного нет. Я въезжаю все больше и больше, и когда начинаю что-то готовить на общий стол, я просто делаю так, чтобы я тоже потом это могла есть. Если там мои растущие организмы и муж, у которого больше равновесная калорийность, им нужно, получается, более калорийная пища, то они там могут за счет других продуктов себе догнать калорийность. Ну и когда я сброшу то, что хочу сбросить, я понимаю, что я, наверное, все равно вот эти все блюда, которые у меня есть, я их буду готовить постоянно.
Но в любом случае у меня вот это вот строгое такое ограничение на какой-то определенный период времени. Больше этого времени я так строго себя ограничивать не буду. Далее будет вообще разгульная, разгульная пищевая жизнь. Ну и сейчас не скажу, что прям такая строгая диета, что там того всего нельзя, я нашла замены. Если я не ем сейчас шоколадки, то я ем шоколадные сырники, я ем шоколадную шарлотку, вот недавно делала, потрясающая просто. Единственное, я не на яблоках делала, а на малине для того, чтобы муж мой ел, он не ест яблоки. Вот, то есть я себе делала и шарлотку, она у меня темненькая получилась, такой как коржик, потому что делала ее на шоколаде, на обезжиренном какао. Что еще? Ну, в общем, и хлеб я себе вот, наверное, на завтра буду делать для того, чтобы кушать с пектиновым вареньем. И, ну, я не знаю, наверное, если посмотреть, вот даже любой человек возьмет и напишет хотя бы неделю, поведет свой список, что он кушает, вы не поверите, насколько однообразная еда у каждого. То есть она, ну, не знаю, там, наверное, 10 каких-то сложных блюд, и то основное ядро составляет не знаю, 2-3 блюда каких-то, да, и все их можно модифицировать и делать низкокалорийные. Вот, поэтому мне эта программа очень-очень сильно нравится. Кто бы что ни говорил, кому бы как она не нравилась, я просто от нее в восторге. Поэтому даже если вы не идете на программу, чтобы доктор там следил за вами, я думаю, что каждому стоит посмотреть эфиры, вдохновиться, потому что это действительно работает. Вот такие дела. Ладненько, все, пойду кормить своих больных котят, чтобы они выздоравливали. И буду приступать дальше вязать дракошу. Нужно, наверное, сегодня его закончить. Джемперочек, пряжа у меня там. Наверное, начну. Но горловину буду делать поплотнее здесь. Вот. Ладно, все, увидимся с вами чуть-чуть попозже. Так, я только что пришла с прогулки. Ну, как с прогулки? В общем, из-за того, что я как бы работаю дома, и у меня нет возможности там тратить время на это, в общем, я себе делаю вид, как будто моя работа это вот здесь вот, и мне нужно сделать какой-то круг, чтобы дойти. Поэтому я отвожу вот ребенка в сад и не возвращаюсь домой. Тут буквально идти 5 минут нам от садика. Я иду прям такая огромными кругами. Вот уже 5000 шагов прошла. Еще вечером чуть-чуть ребенка в обед забрать. Сегодня у ребенка утренник в садике. И таким образом у меня хорошие шаги наберутся. Я решила, что это подключение будет последним. Во-первых, я хотела показать вам этот джемпер, который я вам говорила, связанный из знака Париж. Я в предыдущей части говорила, что хочу связать из знака белого цвета, но я передумала, чуть-чуть попозже расскажу. Сначала про игрушечки, а уже потом опять буду болтать на отвлеченные темы. Значит, начался март, наконец-то. И я посмотрела, что у меня осталось очень мало времени до выставки, буквально неделя, а у меня ничего не готово. Я вчера закончила только вторую игрушку, хотя бы 5, я думаю, связать, чтобы, ну, хотя бы 5 было. Поэтому сейчас покажу вам. Они у меня получаются все равно разных размеров, хоть я вяжу по одинаковой схеме, мастер-класса на этих мишек нет. Я вяжу по своей схеме, потому что здесь из-за того, что я вяжу из софти, крючком 0,7, поэтому и очень маленькие игрушки, поэтому я очень часто где-то петельку прибавляю, петельку убавляю, где-то больше делаю, где-то меньше. Смотрю по пропорциям, как мне больше нравится, поэтому мастер-класс я точно на этих мишек делать не буду. Итак, первый мишка вот такой вот. Я его показывала вам. И второй мишка получился у меня
Вот такой вот малыш. Так. Вот такой вот желтенький, солнечный мишка-пандочка с такими вот пяточками. Каркасные у него ножки и ручки. Я его делаю немножко косолапым, но еще буду поправлять, потому что из-за того, что каркасные ножки, они периодически, когда садишь, либо поднимаешь, их нужно немножко поправлять, чтобы они вот так вот классно косолапили. Очень мне нравится его мордочка, хоть и получилась, наверное, немножко злая, что ли. И носик, во-первых, глаза, смотрите, как отличается выражение мордочки, когда другие глаза поменьше. Этот мишка, ну, вообще мне не нравится по сравнению с желтеньким. А глаза буквально здесь 5 миллиметров, здесь 4 миллиметра. То есть разница буквально миллиметр, и вот такая разница. И нос тоже. Я все-таки не буду делать с вышивкой, буду делать такие вот носики из полимерной глины, как я делала. Так, значит, вот такие пяточки у одного и второго. Не вижу, что показываю. Вот. И вот такие вот они. Малюточки, совсем малюточки. Следующий мишка будет вот такого цвета. Еще буду точно делать фиолетового и черного цвета. Этот будет такой в розовый, допустим, уйдет. Может, еще розового сделаю. Буду смотреть. Если сегодня получится у меня сделать двух медведей, вот чисто заготовки, потому что у них же еще будут вышивки, то я сделаю побольше. Если по одному в день, то там же еще надо фотографировать, видео снять. В общем, там еще работы куча, поэтому, ну, буду смотреть по обстоятельствам. И что еще хотела сказать по мишкам? Конкурсного мишку я хотела делать особенным, который будет отличаться от всех остальных. Но я ленюсь, и, наверное, эту задумку буду оставлять на когда-нибудь потом, потому что там очень много будет дополнительных деталей, которые нужно будет сделать, и с ними тоже за сутки не справишься, их нужно связать, с ними нужно поработать еще отдельно, потом подождать, когда они будут готовы какой-то период, и потом только совмещать их с мишкой. Ну, это для меня затрата времени, я, в общем, проворонила выставку, так скажем. Но ничего страшного, хотя бы 5 игрушек я точно сделаю. Все, с игрушками на этом все. Больше я ничего не вязала. И, значит, буду дальше рассказывать про вязаные изделия, то, что я вяжу. Да, мне приехала новая кукла, но я пока что не хочу вам показывать ее, потому что я повязала одежду для кукол, и сейчас снова у меня поменялись немножко приоритеты. Конечно же, я повяжу для кукол еще. Мне вот Света передала пряжу. Она интересная, то, что, если я не ошибаюсь, это, по-моему, чистый бамбук стопроцентный. Она очень тонкая и такая пластичная ниточка. Я повяжу из нее обязательно, но сейчас немножко хочу и другим позаниматься. Так, значит, в прошлый раз я вам не показала картину, алмазную выкладку. Давайте я вам покажу. Я выложила только вот здесь вот часть, вот эту не помню, показывала или нет. Вчера хотела выложить вот эту часть, но не хватило времени. Оставляю ее на время после выставки. Я к ней вернусь, пока что не до нее, поэтому мы ее положим. Вечером во время сказки я вяжу носочки, вот то, что я вам говорила в предыдущей части. Вот настолько мне хватило пряжи, вот 2 носочка. И остальное я решила вязать белым цветом. Это будут носочки для, походу, это для старшей дочки будет. И по размеру получается 22 сантиметра где-то.
стопа 22. Сейчас возьмем линеечку. У меня 24, даже 23 получается. Это будут носочки для старшей дочки. Опять. Ладно, ничего страшного. Ну, либо подождут средние, потому что у средней тоже размер, у них разница в размерах буквально 2. То есть у старшей уже 35, у средней 33 размера, 33-34, поэтому, может быть, для средней подойдет. Они еще после стирки в стиральной машине обязательно подсядут немножко. Ну вот когда вяжешь и потом блокируешь вручную, когда стираешь, они такие большие, большеватые. Вот сейчас у меня, я вам, помните, говорила про регию, которую мне подарила Оксана. Я вязала носочки. Я их, когда заблокировала, они мне были большеватые. Вот сегодня уже после третьей стирки, наверное, я их одела, и они прям по ножке сидят, то есть машинка подсаживает, хоть я и стираю при 30 градусах, но все равно усаживает пряжу. Теперь про вот этот джемпер. Ну, давайте я вам встану, и не видно так показать. В общем, он был широкий, конечно. Давайте я, наверное, выключу. Он был широкий. Возможно, я вам ставлю видео, как он на мне сидел. Так, ну, не видно. Не видно, совсем не видно. Сейчас он стал мне очень, очень сильно широкий. И я вам говорила про горловину. Дело в том, что у меня снова вытянулась шея из-за того, что я скидываю лишние килограммы. И получается, ну вот раньше он как-то сидел, либо он растянулся, либо что-то с ним случилось. В общем, мне не нравится, как он сидит здесь, то ли плечи как-то по-другому стали. Когда я волосы собираю, мне не нравится, как он сидит. Поэтому я хотела связать беленький себе такой же. Так, лампа сверху светит, ладно. Но я поняла, что я начала мерзнуть. Об этом я пожаловалась Оксане. Говорю: Оксана, я начала мерзнуть, что делать? Она говорит: ну я же начала этот проект не просто так. Я же его так и назвала «Худею, чтобы вязать». И это действительно стало такой проблемой. То есть мне стало холодно. Я вот сидела раньше с открытым окном, у меня здесь прямо напротив окошка я сижу, и ну, с окошка свежий воздух идет, ну, правда, батарея подогревает снизу, мне было комфортно. Сейчас я просто замерзаю, поэтому одеваю свой кардиган, вот, и сижу, вяжу в нем. И так как я стала мерзнуть, я подумала, что на-ка Париж подождет чуть-чуть, потому что она такая не совсем теплая пряжа, хотя уже март начался, а я решила вязать из 100% шерсти. Это Ализе Кашмира, такого цвета, ну, даже, наверное, передается достаточно, ну, немножко в зеленцу уходит он. Вот, и когда я там начала, сейчас пока что вяжу на спицах 3,5, значит, будет вот такое горло, стоечка. Не очень высокое оно будет, наверное, вот так вот доходить, потому что я сейчас ношу шарфик. Раньше я ходила, у меня в пальто воротник стоечка, и получается между ним и горлом там какое-то расстояние есть, и мне было комфортно за счет этого расстояния, то есть мне было не жарко и не холодно. Сейчас мне некомфортно в районе шеи, мне хочется ее утеплить, поэтому я пока что хожу с шарфиком. Ну вот можно будет ходить с таким горлом. Я надеюсь, что голова моя сюда пролезет. Набран здесь эластичный край. Вот так вот он выглядит.
Да, наверное, можно было бы и посимпатичнее посмотреть, но мне этот край нравится, потому что этот эластичный край, он похож, когда закрываешь эластичную резинку с накидами. Вот, поэтому я, наверное, низ и рукава буду закрывать накидами. Вот сейчас я уже буду переходить вязать, буду вязать росток. У меня здесь на рукава набрано только 4 петли. То есть у меня реглан пойдет прям с узкого плеча, не как вот в этом, хотя тут тоже, где там регланные линии, тоже начинается достаточно высоко, там прям пойдет. И я буду делать классический реглан, потому что у меня плечи это позволяют. Я классический реглан вяжу для своего мужа, и когда мерила эти джемпера, то мне они тоже идут, хорошо смотрится. Вот, и, кстати, я померяю, вот из кашмира я ему вязала, померяю, посмотрю, как он на мне сейчас сидит. Может быть, по тем расчетам посчитаю, что и как там буду вязать. Буду вязать просто лицевой гладью, потому что хочу, чтобы он был не объемный. Дырочки здесь не подойдут, значит, никакого ажура. Косы не хочу, потому что они будут увеличивать толщину саму. Я хочу прям такой пластичный, просто лицевой гладью, и потом в планах у меня сделать вышивку. Вот. Еще пока не знаю, какую вышивку сделаю, какого цвета. У меня кашмира еще есть голубого цвета и светло-серого. Вот, подумаю, посмотрю что-нибудь из этих цветов, может быть, а может быть белого цвета. Пряжи хватает. Сделаю, либо, например, из софти сделаю что-нибудь пушистенькое. В общем, не знаю, посмотрим. Может, какие-то лапки сделать или бабочку какую-нибудь. Но бабочка, наверное, все-таки какие-то лапки вышью серым цветом. Такие в некоторых местах. То есть где-нибудь снизу одну лапку, где-нибудь на месте брошки. Ну, что-нибудь вот такое сделаю. Вот такие дела. Все, буду заниматься сейчас, конечно же, мишками. Постараюсь связать 2 мишек сегодня. И потом буду заниматься вышивкой. Ну, вышивка на этих мишках будет моя стандартная. Это будут цветочки на голове, на пузике. И все, наверное. То есть я их не хочу вязать и выставлять по большой цене, когда делаешь вышивку на таких маленьких игрушках, на ножках и на ручках. Это делать очень сложно и очень долго, и это увеличивает процессы работы и сложность. Поэтому не хочу этим заниматься, буду делать стандартную, то есть на голове 3 цветочка и на пузике 3 цветочка. Нет, на пузике 1 цветочек и 2 веточки такие будут. Вот, ну, посмотрим. Тут как настроение у меня будет. И еще я буду делать бабочек, потому что коллекция это будет цветочная, с цветочками и бабочками, поэтому бабочки тоже будут присутствовать, их нужно будет связать и оформить. Все, я буду этот влог заканчивать, потому что наболтала. Про похудение я все равно буду рассказывать, потому что, ну, вот, когда гуляю, думаю, ну, зачем я это вообще рассказываю, для кого это вообще, кому это надо. Люди все равно, часть людей не понимает, другие, наверное, думают, зачем это надо. Третьи вообще никогда не страдали излишним весом
им тем более это не сдалось, зачем я об этом говорю. Но я все равно буду рассказывать, потому что у меня уже огромный прогресс. Еще не закончился второй месяц, но у меня первая юбилейная цифра — это минус 10 килограмм. С 8 января я на этой программе, и мне нравится, я понимаю, что я все равно буду так питаться и дальше, что бы там ни говорили. Мне написали, что вот пока питаешься по этой методике, вес скидываешь, либо вес стоит, потом, когда забрасываешь, вес набирается. Ну, это логично. Поэтому я, конечно же, буду все равно питаться по этой методике. Я уже все продумала, я уже все понимаю. Но посмотрим, потом в программе меня скорректируют по сохранению веса, как это все фиксироваться, как держать потом вес. Я думаю, что мне в программе помогут. Да, я записалась в программу полностью, и пока иду по программе, она не так давно для меня началась. То есть сначала я худела одна, потом я пошла в программу для того, чтобы не съехать и не лениться, все равно все делать, считать, пока вес идет вниз. Мне осталось тут чуть больше, чем 5 килограмм, и я сброшу весь свой лишний вес. Я хочу еще потом чуть-чуть скинуть до своего такого комфортного веса. То есть мне до комфортного еще нужно 10 килограмм, то есть 5 это лишнего и 5, чтобы вообще быть в том весе, в котором я достаточно комфортно себя чувствовала. Половина пути пройдена, осталось совсем чуть-чуть, и я не буду с него сворачивать. Я все равно буду идти, гуляю каждый день, вкусно кушаю. Каждый день у меня шоколадные мои любимые сырники. Вот на 2 приема пищи это у меня вот сегодня будет курица с овощами плюс кислая капуста с грибами. Тоже очень вкусненько, очень сытненько. Сладкая точка у меня обязательно после каждого приема пищи. Это у меня шоколадный кекс с ягодами. В общем, я просто балдею от такой еды. И мне там тоже написали, что очень мало жиров, это очень плохо, потому что это приведет к заболеваниям. Но в этом плане я написала там, что не совсем согласна, потому что, во-первых, чтобы вызвать заболевание, нужно есть очень малое количество жиров, то есть полностью от них отказаться. Мы в программе не отказываемся от жиров. Обязательно ежесуточный прием 10 грамм масла, которое не учитывается в калорийности. То есть в каждый прием пищи нужно по 2 грамма масла добавлять растительного, то есть салатик там куда-то, чтобы это было. Плюс я пью омега-3, 6, 9. Плюс нельзя полностью мясо сделать обезжиренным. Даже творог, который пишет обезжиренный, он все равно содержит жиры. Там очень маленькое содержание жиров, но полностью сделать продукт обезжиренным невозможно. Это, я не знаю, только если брать химически и создавать какой-то новый продукт. Если мы берем просто из природы, это мясо, либо те же крупы и овощи, там все равно есть жиры, понимаете? Но нельзя полностью обезжирить. Что значит без жиров плохо? Ну так я питаюсь жирами, они все равно у меня есть. Просто раньше мы питались жирами, там бухали масло на сковороду, в салаты огромное количество, там зажарки на супы, это масло было, плюс жирные виды мяса, это жир, опять же. То есть его было очень много. Сейчас его стало правильное количество, может быть, чуть-чуть меньше. Но это просто мы убрали вот это вот все жирное. Вот. Так что не волнуйтесь, все отлично. И тем более по этой программе, если посмотреть,
Ну, ни у кого не было, что там здоровье становилось хуже. Наоборот, все, кто был в программе, и по щитовидке, и по сахарному диабету, и по гормональным каким-то лечениям, у всех шло, наоборот, выздоровление, то есть люди себя лучше чувствовали. Конечно же, я уверена, что есть и те, кто скажет, а у меня вот нет. А вы точно... А вы точно, я тогда вам задам такой вопрос, а вы точно кушали именно по программе? Сколько вы делали меньше калорий от вашей равновесной калорийности? Занижали вы, ли вы калорийность? Правильно ли вы соблюдали вот эту метаболическую тарелку? Достаточно ли было у вас мяса? Достаточно ли было у вас клетчатки? В общем, ну там столько разных мелочей. Конечно, если у вас равновесная калорийность 1600, а вы, например, нет, я буду худеть на 600 килокалорий, ну то, конечно, вы подорвете свое здоровье. Я ем от равновесной калорийности 40% минус. У меня получается около 1000 килокалорий. Иногда 1200, иногда там 900 бывает, зависит от того, как там продукты я комбинирую. Пока что я еще, ну, бывает мне лениво делать, конечно же, чтобы постоянно была калорийность одинаковая. А бывает просто я не совсем правильно компоную эти продукты для того, чтобы, ну, там, например, чтобы у меня постоянно было 1000 килокалорий. 1000 килокалорий — это вот моя равновесная минус 40% выходит. Конечно, есть те, кто нет, я буду худеть на 600 килокалорий. Ну, у вас организм будет страдать. Откуда энергия? Ее не будет. Просто не будет. И я смотрела в программе, некоторые говорили, что я там на 600, на 700 килокалорий наедалась. Но для меня это нет. Это не мой вариант. Я все делаю четко по программе. Вот как доктор прописал, как он правильно говорит, какие составляющие. Все четко выполняю. Вот, у меня все звездочки собираю за каждый день. У меня идет плюс звезда. Ладно, опять я про свое похудение, но мне очень нравится, и я очень надеюсь, что это питание будет постоянно. И сейчас я перевожу и свою семью на такое же питание, то есть не на низкокалорийное, не на низкокалорийное, просто я перевожу на метаболическую тарелку, но чтобы их калорийность была нормальная, равновесная. Я, конечно, не высчитываю, вот, но принцип тот, что должен быть белок, углевод и клетчатка, вот я стараюсь соблюдать, чтобы они обязательно питались так. То есть, если поели суп, то обязательно, чтобы поели мясо и какой-то еще клетчатки тоже, чтобы они скушали либо там фрукт какой-то, либо салат овощной, либо еще что-то, либо в суп добавляю грибы, для того, чтобы было все правильно по метаболической тарелке. И я пока, наверное, выводы делать не буду, но мне кажется, что это очень здорово играет свою роль и на моих близких. То есть они себя стали получше чувствовать, мне кажется. А может, мне просто кажется. Ладно, все, пойду вязать мишек, еще тут звонки принимать. Увидимся с вами в новом влоге. Вот. Покажу вам уже, наверное, всю коллекцию, потому что выставка уже начнется, когда я следующий влог сниму. Так, мне уже дочка пишет на Viber. Все, пока-пока.